такая вот у нас Леночка пришла с обросшим бобом. И вот мы сейчас его с вами будем реанимировать. Значит, что у нас? У нас очень густые волосы, но волос тонкий. Обязательно все равно смотрите на рост волос, так как у нас будет стрижка с вами короткая, поэтому затылок мы с вами начинаем с прямой линии, потому что сильного удлинения у нас не будет. Пальчики у меня стоят параллельно моему рабочему пробору. Мы с вами опять же натягиваем 90. Как мы натягиваем 90? Обняли голову внешней стороной пальчиков, обняли и по прямой натянули, но поставили угол. Последнюю прядь я подтягиваю. Вы разделили опять же свою контрольную и подтянули последнюю прядь. Вот она, моя линия контрольная, и я ее соединяю. У нас с вами проверка, и мы поднимаем волосы наверх, ищем линию, где у нас сошлись все наши пряди приблизительно. Вот обратите внимание, она у нас с вами ровная, но вот эти вот хвостики подлинней. Можете чуть-чуть, если вам что-то не нравится, волос как-то чуть-чуть уходит, доработать. Через диагональ мы с вами переходим к следующему блоку. Вижу я свои контрольные точки, соединяю. Последнюю всю зону за ухом подтянула, ввела в свою заданную линию, вон она, и я ввожу. Прорабатываем, не торопясь, проверку делаем каждого блока. Перешла за прядью, натянула, для того, чтобы у нас срез был с вами более красивый, более мягкий, потому что здесь у нас уже узкая, короткая часть, вот здесь на голове. Лучше подтянуть. Разделила свой контрольный, перешла я за прядью, свою линию вижу, встригаю в линию. То есть вы обратите внимание, как держит голову ваша клиентка. Но не забывайте, что здесь, конечно же, лево-право сильно не сойдется, потому что у вас был небольшой полукруг. Все-таки височек, так как у нас боб-каре, у нас должен быть немного удлиненный. Поэтому мы с вами делаем легкую диагональ. Линию, которую вы задали, видите, она должна продолжать линию виска. Вот таким вот образом мы немного с вами сводим сразу. Чуть-чуть опускаем голову на бок. Также здесь мы находим с вами нашу заданную линию и дальше в ноль создаем нашу линию. То есть у нас она должна четкая быть. Мы с вами натягиваем и вот видим нашу контрольную линию, которая у нас уже прострижена с затылочного блока. Я стою за прядью под 45 градусов. Под 45. У меня не сильно длинные уши, и мне нужно объем перевести еще над ухом. То есть я не свожу, если вы посмотрите, со своей нижней линии, перпендикулярно вашему пробору, который вы отделили наверху. То есть натяжение будет практически параллельно полу. Вот таким образом мы с вами переводим наш затылок. Вот она, посмотрите, наша затылочная зона в градуировку у виска. И попрядно подчесываю я к этой линии все пряди от лица. Так как мы с вами здесь уже простригли, помните, мы поднимаем все наверх. У нас с вами идет висок и затылок мы должны соединить, поэтому поднимаем параллельно полу. Смотрите, у меня есть маленький уголочек. Вот смотрите, видите, линия у меня здесь идет по кругу. Вот, я просто сжала ее, да, и вы видите, у меня получился как бы треугольничек. Отчесала четко назад, еще раз повторяю, назад. Коснулись волосы только в одной точке. И переносим самую короткую челку на линию пробора. Вот сюда. У нас с вами треугольнички не глубокие, для того, чтобы создать более четкую линию среза. Вот таким вот образом у нас с вами макушка стала немного покороче. Всю височную зону подтягиваем к своей линии, которую вы только что простригли. Линию, которую задала здесь, с линией, которая у меня будет у височка. Можете здесь вот как раз на линии перехода немного размыть. Хвостик наш в противоположную сторону расческой отчесываем, потому что растет у нас наверх. Так как волос растет у нас в эту сторону,
у нас плотность здесь зрительно появляется другая. Поэтому мы с вами должны сделать так, чтобы плотность казалась слева и справа одинаковой. Как видите, я уже не стригу. Длина у меня остается. Волосы в движении, плотный низ, но все-таки у нас легкий верх. Так, вот мы наконец-то дали зеркало. И вот Леночка себя видит в первый раз. Как всегда, без укладочных средств совершенно, просто в свободном падении. Поэтому я думаю, что дома можно будет справиться.